так как у меня все-таки до сих пор время, до сих пор сижу в машине, жду, значит, решил записать сходу еще один ролик. В отличие от олигархов, это совсем не смешной ролик, абсолютно не смешной. Разговор, и, кстати, идею для ролика мне дала одна из подписчиц. Вообще очень приятно, что люди меня находят в Телеграме и начинают общение, и говорят о том, что они думают, о том, что им мешает. Также родился и ролик про Федорова. Пожалуйста, пишите, я буду всегда рад, во-первых, пообщаться с людьми со всего мира, во-вторых, действительно, если кто-то считает, что им интересно было узнать мое мнение, или написать его, или сделать ролик какой-то и так далее. Вот, значит, поговорим о спорте и политике. Ну, во-первых, из начала времен, по-моему, говорили, что спорт, как и искусство, не должно быть политизировано. Ну да, там вот запрещают сейчас Чайковского показывать в театрах Запада и так далее. Вот, ну, как бы, ну, при чем тут Чайковский? Ну, вы что его слушали, потому что он русский? Или потому что красиво написал? Я не понимаю, как бы, ну, в чем прикол? Ну, сейчас не пойдет дело об искусстве даже, а вот о спорте. Ну, уже спорт была проблема давно уже, как бы, да, это вообще не связано с этой войной на Украине сейчас. Нашли там, что пользовались допингом, там, девочка сказала, что заставляли их пользоваться допингом и так далее. Ну, во-первых, как бы, я так понимаю, что кроме того, что сказала девочка, и опять же, может быть, она права, может, и заставляли. Но кроме того, что сказала девочка, как бы, в принципе, никто ничего там не пытался доказать. Вот. Теперь, пользование допинга спортсменами. Ну, многие пользуются. Я уверен, что, не буду всех, конечно, очернять, но уверен, что много спортсменов в мире, во всех странах хотят надуть, обмануть и так далее, и пользуются допингами. Просто не ловят всех. И вот эта девочка тоже, если бы не начала рассказывать, может быть, ее бы не поймали толком. Я уже не очень помню эту историю, как бы ее поймали, и она тогда всех заложила, или она сразу просто изначально заложила, не знаю, платили, не платили. Опять же, я считаю, что да, пользовались допингами. Насколько это серьезно было на уровне страны или на уровне индивидуального спортсмена, я не знаю. Ну вот, ребята, Армстронга после стольких лет тоже чувак допингом пользовался. Признался, все, но никто же не снял Америку с Олимпиады. Но дело не в этом. Дело в том, что как бы, ну, есть специальная организация, которая должна за этим следить, которая должна проверять всех спортсменов, выявлять тех, кто нарушают, и убирать их из спорта. Не страну, а спортсменов. Ну, послушайте, в России 170 миллионов жителей, например. Я точно не знаю. Например, 170 миллионов жителей. Или вот в Америке 350 миллионов жителей. Ну, едут спортсмены, там, едет представлять страну спортсмены, сколько их там? 100 человек. Но они же не показывают, не показатель страны. Это люди, которые вот они одни самые лучшие в спорте, типа, по каким-то таким критериям, и они едут свою страну представлять. Вот нашли, что они пользуются допингом, уберите их. Делайте всем тесты, проверяйте всех. Делайте тесты им хоть 10 раз в день, хоть 10 раз в год. Но наказывайте именно тех, кто приступил к черту. А при чем тут страна? Вот теперь представь себе спортсмены, которые не пользуются допингом. А просто вот у них есть талант, например, и так далее. Вот они всю жизнь занимаются этим, да? Вот они всю жизнь рвутся на этих тренировках, на этих подготовках и так далее, да. Но есть у них этот талант, есть у них от Бога данная вот эта вот, данная Богом характеристика, которая позволяет им быть самыми лучшими в том спорте, которым они занимаются. Но чем они виноваты? Как бы что это? Давление на Россию? И что вы думаете, что вот, опять же, кто-то в Путина диском метнет за это? Один из спортсменов? Или что? Копье кто-то в него бросит? Я не понимаю. Ну что вы думаете, спортсмены должны с этим сделать? Вот вы знаете, что в России может быть часто использование допинга? Ну окей. Приехала российская делегация. Начните проверять всех по 3 раза в день. Выявите тех, кто да пользуется. Но не все же пользовались допингом. Не верю, что все. А насчет остальных стран, ну, ребята, ну есть и Армстронг, вот этот гений, который просто столько лет занимал. 7 раз, по-моему, он брал Тур де Транс в Париже, и олимпийский чемпион он был, и как бы, и даже он
пользовался допингом. Ну и что, вы забрали теперь у Америки право? Вы представляете, что попробовали вы забрать у Америки право выступать на Олимпиаде со своим флагом и гимном? Вам это вообще представляется нормально, что вот так вот произошло бы? Кто-то может себе представить это? Вот. Так, если кто-то считает, что отстранение вот это вот спортсменов и вот это вот недавание им права выступать под российским флагом, российским гимном как-то повлияет на что-то, ну, я не знаю, просто действительно как бы, ну, во-первых, нельзя вмешивать политику в спорт. Люди занимаются спортом не ради политики, не ради Путина. Они занимаются спортом, потому что любят спорт, потому что хотят быть лучшими. Причем тут политика вообще? А флаг российский, ну, флаг российский был до Путина и будет после Путина. И гимн российский будет после Путина. Причем тут флаг к Путину? Вот зачем политизировать? Зачем обвинять все 170 миллионов в преступлениях, если нашли там двоих, которые пользовались, 5, которые пользовались допингом? Ну, может, тренер всех там колол допингом. Ну, так может, тренера надо арестовать? Может, тренера надо изгнать из спорта и засудить в мировом суду или как-то? Ну, я не понимаю. Или что, Путин приказал допингом колоть? Ну, мне кажется, странно. Я думаю, что Путин просто требует результатов. А как их добиваются, я думаю, ему по барабану. Вот. И если кто-то принял решение колоть их допингом, то, наверное, все-таки вот этот человек преступник, его надо судить. Понимаете, как бы? Но политизировать вот эти вот... Слушайте, ребята действительно всю жизнь занимаются спортом. Они хотят поехать на Олимпиаду, сфотографироваться с российским флагом, послать своим родственникам, послать родне, послать России, чтобы русский народ, например, за них болел, чтобы он вот гордился, что вот российский флаг взвился. Но при чем тут Путин к спорту? Ну чего вы? Вот это, опять же, как бы, ну если с олигархами еще я могу представить, что действительно там сидят какие-то тупоголовые у Байдена и вот придумали эту идею и надеются, что это чем-то как-то поможет в политике. Вот. Ну а спорт-то при чем? Ну, я думаю, что вот, например, вот это англичане решили убрать, там англичане, по-моему, не помню, решили убрать Чайковского с театра. Ну вот, чтобы пьесу, вот, да, вот они решили убрать. И что они думают теперь? Что вот они убрали Чайковского, и Путин теперь скажет: ой, нет, все, там убрали Чайковского, не, я не могу это позволить, все, забирайте войска с Украины, не хочу больше воевать, что надо, все, что требует от меня, все. Ну, серьезно. Потом вы кричите, что вы против геноцида и так далее. Но вот эти вот всякие ваши действия только развивают русофобию. И я не русский причем, да. Но я, например, не знаю, если бы я смотрел только канадские новости, например, с утра до вечера, то я думаю, что не зная вообще ничего и не зная никаких других сторон, я бы тоже, наверное, думал, что все русские такие звери просто. Что все такие поддерживают геноцид и так далее, и их просто всех надо... И то, что их надо сделать с ними всеми, что? Обратное, как бы. Я просто в шоке. Но вот со спортом, как бы, и с искусством, я думаю, что тут уже перегнули планку. Все. Западные, незападные, все политики перегнули планку. Хоть что-то можно оставить людям чистое в жизни? Вот без политических ваших приколов. Вам что, мало в чем политика играться? Че вы в спорт полезли? Есть криминальное преступление, вот запрещено допингом пользоваться и так далее. Вот так и решайте дело. А сейчас забирать у России право. Ну вот заберите у Америки из Армстронга. Чего вы не забрали? Забрали у него титулы, а у Америки заберите право выступать под флагом. Например, проверьте всех всех спортсменов всех стран поголовно. Проверяйте их там не только перед Олимпиадой, а вот приезжайте каждые 2 месяца, например, и проверяйте их, или каждый месяц, если вы действительно хотите искоренить вот эту вот проблему с допингом. А иначе, слушайте, ну, даже уже иногда есть такие вещи, на которые я даже уже не знаю, как выразиться, чтобы все-таки остаться хоть чуть-чуть культурным. И да, у меня иногда прорываются, хоть и не ругательные слова, но такие нарицательные, типа тупоголовых политиков и так далее. Но серьезно, вот как бы непонятно, что происходит и что будет дальше. Но надеюсь, что в какой-то момент все-таки поумнеют политики или просто поменяют политиков на более умных людей, которые станут нормальными политиками. Хотя, может быть, сейчас и не политики. Ну, не знаю, надеюсь просто, что перестанут страдать невинные люди. И, на мой взгляд, спортсмены
это те же самые невинные люди. Ну, кроме тех, кто принимает допинг. Но в большинстве своем вот так вот лишать их права на родину, лишать их права гордости за свой флаг, я думаю, что это чересчур. Как бы иногда китайские спортсмены иногда делают такое, что я вообще не понимаю, как там без допинга. Да, но никто ничего не говорит. Вот. Так что, надеюсь, все-таки допрут. Сейчас просто слышишь тоже все ассоциации футбольные, хоккейные, то, все, третье, десятое, все сразу убирают команды российские, убирают российских игроков. На Овечкина вообще вон наезжают просто. Как так? Слушайте, человек играет в Америке уже черт знает сколько лет. Причем тут он и политика Путина? Ну вот что вы от него ожидаете, от Овечкина? Что он завтра выйдет и скажет, что что-то плохое про Путина, или наедет на Путина, или будет... Вы понимаете, что у него все-таки дом в России, ему потом вернуться как-нибудь в Россию надо будет когда-нибудь? Понимаете, что с ним будет? Что вы от него ожидаете? Вы достали уже просто, действительно, я вот не понимаю, вот что можно от него ожидать? Пацан играет в хоккей, один из лучших хоккеистов мира. И добился он этого не потому, что он Путину помогал, или потому, что Путин ему помогал. Добился он этого сам. Тренировками с утра до ночи и так далее. Я не понимаю, как бы. А нет, но тут тоже у нас в Канаде, в Америке. Вот, как он может. Надо его убрать из хоккея. Пусть выйдет и публично заявит, что Путин такой-сякой, и что Путин вывел... Серьезно? Ну вот что вам, как вы это ожидаете? Ну я не понимаю, неужели все такие тупые? Вот вы видите, что происходит. Даже вот, ладно, народ там с промывшимися мозгами там что-то всякую пургу несет. Но есть же умные люди в политике, должны быть, или в СМИ. Ну остановите их как-то, скажите. Ну, не знаю. Короче, вот так вот наши политики играются с вещами, которыми вообще не должны играться. И опять же страдают люди. И да, я знаю, что страдания Овечкина, конечно, не сравнить со страданиями украинцев, как бы, со страданиями людей, которые сейчас на Украине, которые гибнут, не сравнить. Но это же вообще не связано. Причем тут одно к другому. Ну как Овечкин? Овечкин что, служит там? Стреляет в кого-то? Вот он при чем? Только потому, что он родился в России? А если бы он родился в Америке, например, и играл точно так же бы и все было бы нормально, да? Ну что вы? Я не знаю. Это просто атас. Надеюсь, вы досмотрели ролик до конца, а то иногда вот люди смотрят чуть-чуть и потом пишут в комментариях, что я там прав, не прав. Вот очень хотелось бы, я действительно это записываю для того, чтобы вы видели мое мнение от начала до конца, как бы, поэтому очень приятно, если вы все-таки просматриваете ролик до конца. Вот, ну, спасибо, счастливо.